Всем привет и здравствуйте, мои любимые, уважаемые друзья! Здесь все, что я делаю, является гармоничным и правильным, потому что я вызываю именно ваших духов в ваше пространство, именно духов вашего рода. И сейчас вы получите послание на картах Ленорман от духов вашего рода. И как только я зажгу эту свечу, духи тут же войдут в ваше пространство. По левую руку от вас станет дух родовой матери, а по правую – дух родового отца. И вы получите от них послание, вы получите от них мудрость. И это очень органично, потому что я вызываю именно духов вашего рода сейчас появиться в вашем пространстве. Как вы знаете, в картах Ленорман есть карта женщины и мужчины. Это разделители колоды, это не карты. Пустая коробочка, видите, все использую. Карты, как всегда, конечно, обычно. И карта Ленорман, лиловые и вишневые сумерки, имеют две колоды. Не случайно и не зря. Потому что карты лиловые смотрят на вашу ситуацию, а карты вишневые смотрят на то, что приходит к вам от рода. Мудрость, советы, подсказки. Ваше будущее предсказывает сегодня в этом раскладе ваш род. У меня, кстати, есть много видео на эту тему. Предсказание духов рода, очищение духов рода. Так что пользуйтесь всем только себе на благо. Я всегда делаю на благо людей. У меня на канале можно найти много еще других видео на эту тему. Итак, даже отдельный канал есть очищение, если вы знаете. Меня зовут Лена, и мое брендовое название Ко-Лена. Кто не знает, я из Ванкувера, Канада, и счастлива вам помочь в этом видео. Итак, ну что ж, я благодарна духам, что они вошли в ваше пространство. В этих картах есть карта женщины и мужчины, что касается именно духов вишневых. То есть это постарше будут и женщина, и мужчина. И я как раз сейчас делаю предиагностику, я ищу карты женщины и мужчины. Hopefully я не пропущу ничего, потому что мне не видно, что я делаю, я только догадываюсь. Руками считываю информацию. Я просто вам показываю, чтобы вы были в курсе дела, что здесь магия жизни, все очень понятно, все при вас делается. И вы чувствуете сейчас присутствие духов в вашем пространстве, потому что мы их вызвали с вами. Но это очень добрые духи, это кураторы вашего рода, целители, спасители. Я просто смотрю, отец и мать, да, это вишневые карты, будет вишневый ободочек, и карта перед ней и после нее покажут именно, что сейчас самое главное, духи вам хотят сказать. А потом сделаем подробный расклад, конечно. Что именно сейчас духи вам хотят сказать. Если карты до сих пор не выходят, значит, может, духам нужно больше времени, чтобы войти в ваше пространство. Мы ведь с вами никуда не торопимся. Ведь этот жанр проведения времени идет от бабушек, прабабушек, и там торопливости не было. Вот это мужчина это ваш род, родовой отец. Одна карта до него и после него. Смотрите, это была карта родовой матери. Вот это да, вот это чудеса чудесные. И что следующая карта скажет? Сердце. То есть, смотрите, родовая мать и отец пришли сразу. Мы их вызвали, они сразу вошли в ваше пространство. Иногда бывает, они входят по отдельности, потому что они не обязаны ходить за ручку один за другим, да. Но именно этот расклад очень судьбоносный, потому что как только вышел отец, как и положено мужчине первому, да, он должен был пробить эту защиту, ведь это же разные измерения, вы понимаете, да, те духи, которые ушли в мир иной, им пробиться через вот этот барьер очень трудно. И если мы их вызвали, это не просто так. Они хотят вам дать какой-то совет, помощь. Отец вышел и сразу мать. Это не то, что там еще какая-то карта между ними. Бывает так, что они в разных частях колоды, а это они сразу один за другим. Мать смотрит на карту сердца, ваша родовая мать, а родовой отец смотрит на карту тучи. Родовой отец видит препятствие, хочет вас защитить от препятствия. Вот это тучи, это туман сегодняшнего мира. Потому что сегодняшний мир, он полон всяких обманных энергий.
обманные информации, энергии, которые идут со всего мира. И Отец предупреждает, а со стороны матери сердца: побереги свое сердце, позаботься о себе. Родовая мать говорит: смотри, не разбей себе сердце, да, как бы поддержать хочет вас. Говорит вам: просто сейчас вы слышите ее голос через, может, мои уста или через мои карты, или вы какое-то свечение у себя в комнате видите или чувствуете, да, вот присутствие духа, его тепло сразу приходит. Потому что родовые духи приходят как тепло, злые духи могут прийти как холод. Но не всегда, кстати. Иногда дух очищения тоже как холод приходит, там нужно разбираться. Так вот, Отец говорит: тучи – это сейчас вокруг вас много тумана. Что такое туман? Это как сквозь мутное стекло. Еще такой был режиссер Бергман, у него есть такой фильм, как «Сквозь мутное стекло». На самом деле это послание апостола Павла, еще оттуда. Он рассказывал, что вы видите мир как сквозь мутное стекло. Да, вот интересно, еще оттуда, еще от Евангелия идет. И действительно, родовой отец говорит: вы сейчас видите мир как сквозь мутное стекло. Отец говорит вам: не подчиняйтесь игре, которая кому-то выгодна. Это не то, что весь мир пригласили в эту игру, заставили играть в игру по их правилам. Было что-то организовано за вашей спиной, говорит родовой отец. Было что-то организовано за вашей спиной. И Отец решил вам помочь через этот расклад. Что следующая карта скажет? Рыбы. Вас запугали, чтобы кому-то это было выгодно. Рыба – это выгода. Кому-то выгодно вас запугать. Кому-то выгодно дать вам ложную информацию о том, как добыть деньги, как заработать. Кому-то это выгодно. Отец просто говорит: я хочу уточнить, хочешь ли ты иметь обеспеченность, хочешь ли ты иметь подушку безопасности финансовую, хочешь ли ты рассчитывать только на свои финансы, хочешь ли ты развивать свои таланты, свои дела, хочешь ли ты перейти в новое измерение, где уже будут новые деньги. Мы знаем, сейчас идет криптовалюта, это одно из предтеча, это предтеча новых денег, это уже не только, это как бы уже пробуют найти новые деньги, новый порядок, где банк не будет вами пользоваться. И здесь родовой отец говорит: хочешь ли ты войти в портал новых денег, потому что рыба – это деньги. Но сейчас кому-то выгодно тучи, замутить что-то, сделать мутную информацию, утилизировать человеческий труд, как бы труд он напрасный, потому что люди мало получают за свой труд. Новые деньги, отец говорит, хочешь ли ты как бы не через мутное стекло, потому что туча – это мутное стекло, а наяву, воочию увидит, где можно новые деньги добыть, новые покупки выгодные, новые продажи. Родовой отец говорит: хочешь ли ты? Он теперь задает вам такой квест, вопрос задает. Потому что многие люди сейчас катятся назад, некоторые переходят в новое измерение, там, где будут новые деньги, новые порядки. Но те, кто рептилии всякие, да, любое правительство это что-то с этим связано, да. Макрокосмос, большой космос, весь хочет помочь Земле перейти в эту эру Водолея. И там будут новые деньги, новые возможности заработать. Но кому-то выгодно держать в старых порядках нас, да. Кто-то делает такой эксперимент над людьми. Тучи говорят: эксперимент над людьми. Не будьте участником этого эксперимента. Но это мощный расклад начинается. Он сразу начинается так, что отец не просто так пришел. Он говорит, что темно вокруг вас, тучи, чего-то вам не видно. Готовится, и уже идет какой-то эксперимент над людьми. И вы как будто смотрите на это все, не понимаете. Многие из нас теперь смотрят как в бездну, в этот мир, потому что он сумасшедший. Карта букет. Отец говорит: хочешь ли ты новых денег, новый заработок, новая красота, новый доход? Ведь букет – это внешность цветущая, а цветущая внешность – это признак сильного здоровья. Теперь, говорит отец, иммунитет и сильное здоровье – это номер один.
Букет – это именно здоровый ваш организм. Вот так вот он говорит. Много каких-то тайн вокруг вас, потому что тучи – это тайны. Что-то от вас скрыто. Кто-то что-то знает, но молчит. Кто-то из вашего окружения, у кого-то в семье, у кого-то на работе. Кто-то что-то знает, но умалчивает. И здесь аспект денег. Финансовый аспект, потому что рыбы. И ребенок – это новые деньги. Кто-то знает правду, но молчит о том, что где и как можно заработать. Но если я рассматриваю, потому что я разные уровни даю, для многих слушателей то в одном месте, то в другом проиграется. Букет, ребенок и рыбы в этом случае, если касается любви, и для вас сфера, аспект любви важен. Здесь букет – это свидание, это встречи с новой любовью, новое ребенок, любовь рыбы. Потому что рыба – это ипостаси Венеры, это и любовь, и деньги одновременно. Книга. Кто-то, может быть, из родни пользуется своим положением, типа на родственных началах, да, и что-то от вас вымогает, манипулирует. Кто-то тот, кто должен был вас поддержать по карте книга, это там, где вы записаны вместе, в историю судьбы, то есть это там, где ваши родные, там где-то от вас утаивается какая-то информация, говорит отец. Какой-то есть обман, потому что тучи и книга – это обман родственников, может быть. Те, которые должны были вам дать поддержку, вас обманывают. И вам теперь нужно полное прозрение, не сквозь мутное стекло, а букет, ребенок и рыбы, полное прозрение относительно денег и любви. Потому что деньги и любовь – это одно и то же. Карта гроб. Карта гроб иногда показывает ушедших предков, то есть карму. И по книге и гроб, видите, вот это сочетание книга и гроб вместе может указывать на то, что люди до вас, как какие-то тяжелые судьбы, на вас очень сильно влияют. Вот поэтому сквозь мутное стекло. Кто-то, какие-то вибрации, потому что книга и гроб – это тяжелые родовые вибрации, что на самом деле является кармой, да? Карму мы с вами не заслужили, не заработали. Это просто такой резидью, остатки из прошлого. И здесь я вижу, что такая тяжелая энергетика вам очень мешает. Это какое-то недостающее звено, говорит отец, какое-то недостающее звено правды, информации, которую вам нужно получить. Вам нужно заполнить ту пустоту, гроб пустота, темно, непонятно. Там, где темно, то не значит, там ничего нет, там мистика жизни. Но гроб в данном случае – это тяжелая карма, недостающее кармическое звено. Что еще скажет отец? Да, это карта змея. Ну вот гроб вместе со змеей, что вы думаете? Опасность какая-то была. Сейчас отец говорит, что сейчас вам, может быть, мешает преграду между вашей целью и вами, ставит какая-то змея. Это может быть человек в этой жизни еще, которого вы знаете, или же ушедший человек, но очень тяжелая энергетика. По гробу и змея это какая-то даже колдовская зависимость, негатив какой-то тяжелый негатив серьезный. Кто-то пользуется вами, какая-то змея, может быть, это какой-то манипулятор или дома, или на работе, но кто-то вами пользуется. Итак, я спрошу родового отца, который сейчас стоит по вашу правую руку. Он, конечно, невидимый, но он есть в вашем пространстве. Какой совет даст отец? Он уже раскрыл, сделал диагностику. Еще одна карта книга выходит. Понимаете, да? Что карта книга вышла дважды. Здесь две колоды, мои дорогие. Понимаете? И если я вижу, смотрите, какая ситуация, вышла книга, гроб, змея и еще одна книга. Вот эти книги, они вокруг змеи и гроба. И отец говорит, что не зря вы сегодня пришли на этот расклад, потому что он давно искал контакт с вами, чтобы вас очистить от этого кармического долга. Дважды книга, дважды судьба. Кристаллическая решетка судьбы должна восстановиться.
И Отец вышел на связь, чтобы вас очистить. Вот что такое кармический долг? Это когда вы чувствуете потерю энергии, не везет ни в чем, вы не понимаете почему. Но это вполне возможно, потому что стоит между вами и вашими целями преграда. И преграда вот этот кармический долг стоит. И от вас это никак не зависит. Отец говорит, что только ритуально можно снять. Да. Но письмо это вот послание. Теперь идет послание от Отца. Отец сейчас буквально вас чистит. Да, смотрите. Сердце ваше очищается сейчас мощно. Книга и сердце, тем более двойная книга там была, да? Это, конечно, снятие кармического долга. И вы сейчас его чувствуете. Я благодарю вашего космического куратора со стороны Отца за то, что сейчас снят с вас какой-то змеиный и гробовой кармический долг. Я благодарю Отца-куратора. Снят сейчас с вас какой-то очень серьезный кармический долг, потому что книга и сердце – это снятие долга. Вот для этого и вышел Отец. Поэтому и было, как вы смотрели на мир, как сквозь мутное стекло. Но сейчас, извините, карта упала. Сейчас ее поднимем, минутку. Почему упала карта Отца? Вот вопрос такой, да? Кому-то это хочется, да, кто-то не хочет, чтобы был снят этот кармический долг. Я это понимаю, как сказала, мутное стекло и карта тучи, и сразу упала карта Отца. Ну, потому что сильная мира всего, всевозможные рептилии, ими владеет темный дух, который на планете правит. Иначе не были все деньги Земли от такой вот крохотной кучки людей. Если мы все знаем, что богатств, денег хватит, чтобы хорошо жили в 3 раза больше людей, чем сейчас. Вот у нас сейчас с вами 8 миллиардов почти, да? Умножьте на 3, сколько это будет? 32 или нет? Нет. 8 на 3 это будет 24. 24 миллиарда могут жить припеваючи. Но сейчас уже все страдают, а деньги только у кучки. Почему? Через мутное стекло темные силы держат повиновение. Но когда выходит Дух Отца, тогда он, конечно, беснуется, враг человечества, да, это понятно. Но Дух Отца говорит, что сейчас снимается кармический долг с тебя. Теперь тебе не то, что тебе будет легче, тебе будет, наверное, еще даже, может быть, в чем-то и сложнее, потому что ты на себя будешь рассчитывать. Но дорога открыта. Сложнее в чем? Что ты не привык, что от тебя все зависит, ты привык, что тобой двигают, тобой руководят. А сейчас, говорит Отец, все будет зависеть от тебя. Дороги на любовь открыты, пожалуйста, живи счастливо. Дороги на прекрасный быт открыты, пожалуйста, пользуйся. Дороги на изобилие, на лучшую зарплату, на лучшие покупки, продажи, все открыто, пожалуйста, пользуйся. Но это еще труднее, чем когда нами управляет как папа там, да, потому что здесь требуется смелость. Отец говорит, тебе нужна будет моя смелость, и знай, что я всегда помогу, буквально дам руку на этом пути. То есть ты не одна и не один, но если мужчина смотрит. Вау. Кармический долг снят. Я карты отправляю назад в колоду, потому что мне нужно будет сейчас делать диагностику и расклад по материнской линии. Мы еще посмотрим, что мать скажет. Понимаете, сердце уже есть с 2 сторон. Вот со стороны матери вышло сердце в преддиагностике, если вы помните. И со стороны отца тоже сердце. То есть оба вас любят. И отцовская линия, и материнская линия. Вас любят, о вас заботятся, хотят вам добра, хотят вам помочь, хотят вас спасти, вывести вас на дорогу света, на высокие вибрации любви. Я эти 2 карты оставляю, потому что это будет оберег, я в конце его прикреплю. Оберег это мой метод, который я уже делаю много лет. Энергооберег, то есть когда вы на него смотрите, он вас очищает, там все очень просто. Итак, ну что ж, спасибо, родовой отец. И главное, что родовой отец даст руку вам, нужно будет идти смело и добиваться не самой, нет, род будет с вами, ангелы будут с вами, но теперь вы уже не будете ведомы.
Куда вы решите, туда вы пойдете. Отец только поможет на этом пути. То есть отец не скажет, вот иди по той дороге. Это не отец, это темная сила. Если вы слышите, не здесь правда, а там, знайте, что это не отец родовой. Это не ангелы. Ангелы не говорят, да нет, там правда. Нет, ангелы вам помогают на дороге, на которой вы уже есть. Так что так вы узнаете рептилий и темных духов. Но это такие только слова старинные, а идея та же, очень современная, даже и космическая. Вы поняли? Итак, ну что ж, спрашиваем у родовой матери. Родовая мать, как вы помните, смотрит на карту сердца и говорит о том, что мать сейчас заботится о вашем сердце. То есть это сфера любви, сфера того, чтобы вы любили свою жизнь, то, что вокруг вас и так далее. Это очень хороший знак. Итак, смотрим, что скажет родовая мать. Сейчас вы почувствуете родовую мать у себя в пространстве. Собака, видите? У вас будут новые друзья или те друзья, которые сейчас есть. Это любимые, это может быть любимый мужчина, это может быть дружелюбная обстановка на работе будет. Это что-то очень хорошее. Это когда можно доверять обстоятельствам. Вы сможете доверять обстоятельствам. Это карта доверия, собака. Мать говорит, все будет хорошо. Вселенная к тебе дружелюбна. И есть человек, который вас любит. Часто в Ленорман собака – это человек. Есть человек в вашем окружении, который не предаст, который вас любит. Новый, помните, там ребенок тоже был, да? Новый друг. Новый друг, новый любимый. Это очень хороший расклад, сразу вам говорю. Это новый друг, это дружелюбная обстановка. Там, где вы есть, больше не будет недоверия, больше не будет всяких склок, темной энергетики. Это новая доверительная ситуация. То есть новые обстоятельства откроются, какая-то новая информация откроется, и этой информации вы можете всецело доверять, потому что ребенок, сердце и собака. Этой информации вы можете абсолютно всецело доверять. Кто-то меня спрашивает, зачем, я повторяю. Я вообще беру информацию из пространства. Раз информация идет мне красными буквами, повтори еще раз, я ее повторяю. Я от себя ничего не добавляю никогда. Так идет ко мне информация, опять рыбы вышли. Новые деньги. И там были тоже рыбы вместе с ребенком. Но здесь и так все понятно, понимаете? Это пара, родовой отец, родовая мать, они говорят об одном и том же, но по-разному. Отец говорит так немножко по-мужественному, по-мужски, мать говорит по-доброму, по-домашнему, по-родительскому, материнскому, но одно и то же. Новые деньги будут у вас, новая возможность заработать, может быть, новая сфера влияния вашего, новая работа или, может быть, новая профессия, новый заработок. Или же из дома, я уже миллион раз говорю всем, что-то маленькое, вплоть до того, что сказку на ночь деткам рассказываете. Теперь уже идет новый порядок. Новый порядок – это весь мир общий, да? И в этом новом порядке у вас новые деньги. Новые деньги. И для себя любимые, чтобы все купить, чтобы было благополучие. Кто сказал, что благополучие – это плохо? Если у вас будет благополучие, будет вам хорошо, вашим родным, а это значит, всему миру будет лучше. Это то, что нужно. В сердце уверенность в завтрашнем дне. Вот это стабильность. Вот такой расклад, он говорит о стабильности. Но это новый порядок стабильности, где вы владеете правильной информацией, информацией, которая приносит вам деньги. Но сейчас перефразирую для тех, кто смотрит на любовь, потому что эти карты, они означают разное для разных людей. Если вы задаете свой вопрос, карта вам отвечает именно на вашем языке. И если вопрос такой, будет ли у меня еще любовь, новая любовь, ребенок, рыбы, сердце, преданность. Если вы спрашиваете, помиримся, собака вместе с рыбами говорит, что человек, который вас обидел, родной, любимый, он жалеет о том, что сказал, он сам не знает, темный,
темные силы попутали, ведь очень часто так бывает. На Земле правят темные энергетики. Человек часто сам не знает, почему он раздражен. Ну и человек всегда раздражен только на себя. Собака и гора. Собака здесь на столе, гора у меня в руке. Что говорит гора? Гора вместе с собакой. Понимаете, карты Ленорман никогда не читаются сами по себе. Меня иногда люди несведущие спрашивают, а почему гору так прочитали? Да потому что на столе лежат карты. Сердце, ребенок, рыбы и собака. Все 4 карты очень сильно положительные. И тогда гора приобретает оттенок этих карт. Карты никогда не читаются сами по себе. Гора вместе с картой собака – это фундамент, на который можно положиться. Собака – это верный друг, можно положиться. Это даже, кстати, ангелы тоже в образе собак часто приходят. А гора – это теперь в этом положении фундамент, на котором можно строить дом, на котором можно строить свое будущее, фундамент, на который можно положиться, новый фундамент вашего дома, квартиры, ипотеки, новый ремонт, фундамент, материальный фундамент, отложенные деньги, инвестированные деньги в жилье, в недвижимость или же в сток, удачное вложение денег, новый фундамент для будущего. И уверенность в сердце, уверенность в завтрашнем дне. Здесь гора приобрела такие оттенки, потому что карты, Ленорман по одной никогда не читается. Каждая карта может что угодно означать. Итак, хорошо. Я очень довольна. Всегда, когда духов вызываешь, такая сильная энергетика идет. Итак, здесь все, по-моему, было понятно и просто, да, мои дорогие? Собака. Ну все. Это не то, что расклад закончен, все. В смысле, все понятно. Дважды ребенок, дважды рыбы, новые деньги, новая любовь. Дальше. 2 собаки. Это место силы там, где парные карты. 2 собаки, мои дорогие. И по правую руку, и по левую, и материнство, и отцовство, ваш род, кураторы рода вами довольны, вас поддерживают, вас поддержат в том, что вы сейчас делаете. И можно доверять. Это 2 друга, может быть, сын, дочь, любимый муж, родитель. 2 человека у вас есть, хотя бы 2, которые вас безгранично любят. И мать говорит, такие 2 есть, даже если вы не знаете об этом. Безгранично любят. Преданы вам безгранично. Очень хорошо. Верят в вас и любят. Безгранично у вас преданы. Это замечательный расклад. Просто замечательный расклад. Это, знаете, благополучие. И можно доверять. Вот мать говорит, что этому раскладу можно 100% доверять. Не зря же 2 собаки. Собака – это доверие, просто доверие полное. Любовь, доверие. Порядок в финансах, где покупки не просто так, а по делу. Порядок в доме. Вы знаете, я даже не люблю вот то, что ставят для красоты в доме. Все в доме я должна пользоваться, все функциональное. Ведь собака – это функциональное. Все, что у вас есть, это функциональное в доме. Это красивое, это стабильное, это функциональное. То есть вы этим можете пользоваться всем, а не просто так. Это шикарно. Это у нас восстанавливается счастливая судьба по отцовской линии. А по материнской линии, я вижу, здесь глубже пошло. Потому что 2 собаки говорят, что если вы грустите, что у вас, может, нет любви, нет какой-то стабильности, то 2 собаки говорят, что будет теперь все по-другому, все по-новому. Вы можете начинать жизнь с чистого листа. Обновление, вот здесь обновление сердца. Потому что и рыбы, и сердце – это любовь. Любовь к тому, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Если вы любите то, что занимаетесь, это значит, это вам точно принесет деньги. Но еще это любовь в доме с партнером. Для кого-то, для девочек и мальчиков, это новые партнеры.
для кого-то и так проиграется. В общем, я давала разные варианты, чтобы вы поняли, что вас именно касается. Мои дорогие, сейчас я сделаю вам оберег. Я карту «Гора» назад отправляю, хоть она и хорошо проигралась. Смотрите, какие карты. Ни одной плохой не вышло. А раз ни одной плохой не вышло, значит, гора была положительная карта. Это фундамент, как я уже сказала. Вот, я сейчас сделаю вам оберег из этих 9 карт. Вы просто посмотрите на него. Я желаю вам счастья, всего самого лучшего. Медвежьи обнимашки. Будьте у меня счастливы. Смотрите, какой мудрый расклад. Но это мудрость. Ведь совы – это двойная карта. Это мудрость отца и матери. Вот она и... Смотрите. Мудрый расклад, действенный расклад. Видите, какая красота? Мудрый и действенный расклад. Вам на помощь. Эти духи – это просто чудо, знаете. Это так замечательно, когда у нас есть поддержка рода. Так что я за вас уверена. Если вас поддерживает именно ваш род с вашим эмоциональным, ментальным и физическим ДНК, если ваш род поддерживает вас, я за вас свободна и спокойна, потому что именно это вам нужно. Всем людям. Но вам, особенно тому, кто смотрит этот расклад, поможет. Я очень рада, мне очень это приятно было до вас донести такую замечательную информацию. И мы с вами будем видеться тогда, когда вам хочется побыть в компании преданного друга, ведь это самое главное. Очистить ваше пространство и отдохнуть в компании друга, и в то же самое время посмотреть будущее – это самое оно. Поэтому мне в вашей компании всегда приятно. Я надеюсь, что и в моей вам не скучно. А насколько вам не скучно в моей компании, я узнаю только по вашим комментариям. Так что пишите, дорогие комментарии, ставьте пальчик вверх и вниз, так как вам угодно. И будем видеться. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.